Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я познакомлю вас со столицей острова Ла Гомера Сан-Себастьян. Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера – полное название столицы. Город, он же и муниципалитет, расположен на востоке острова, в ущелье Барранко-де-ла-Вийя. Здесь проживает большая часть населения Ла Гомеры. Ла Гомера – самый ближайший остров от Тенерифе. Расстояние между ними примерно 40 километров. Время пути составляет около 1 часа на пароме. Самый ближайший, соответственно, это самый доступный по бюджету. Его можно посетить самостоятельно или с однодневной экскурсией. Порт Сан-Себастьян является главными воротами острова Ла Гомеры. Сюда по морскому пути добраться можно не только с Тенерифе, но и с Гран-Канарии и с острова Ла-Пальма. Рядом с портом находится пляж с таким же названием, как сама столица, и прогулочная набережная. Что же интересного ждет вас на Ла Гомере? Для начала расскажу немного истории. До прихода испанцев на острове жили аборигены гуанчи, и был у них король Гран-Рей Аута Куперче. Коренные жители гуанчи имели крепкое телосложение. Они были высокими, со светлой кожей, с русыми или рыжими волосами. Согласно истории, они являлись сильными и смелыми воинами, доблестно сражались за свои территории. Поклонялись они своим идолам-богам, связанными с силой природы. Большая часть гуанчей погибла в войне с испанцами. Канарцы до сих пор называют своих детей именами, которые носили аборигены. Например, Гар – женское имя и Ханай – мужское. Кстати, Ханай был сыном одного из вождей племени гуанчей с острова Тенерифе. Позже, после завоевания, сюда прибыл кастильский конкистадор Эрнан Перес-старший. Он стал основателем острова Ла Гомеры и дал городу имя Сан-Себастьян в честь римского святого мученика. С тех пор Ла Гомерой управляло несколько поколений рода Перес. При правлении Эрнан-старший распорядился построить оборонительную башню от аборигенов и пиратов. Строительство башни началось в 1447 году и строилось в течение 3 лет. Как видите, башня прекрасно сохранилась до наших дней. Сейчас это главная достопримечательность Сан-Себастьяна. Издалека она кажется игрушечной, но стоит подойти к башне поближе, понимая, что она не совсем уж и маленькая. Сегодня это историческое сооружение носит название Торре-дель-Конде, что в переводе с испанского «Графская башня». Самое громкое историческое событие, связанное с Торре-дель-Конде, это то, что в ней укрывалась Беатрис де Бобадилья. Она являлась женой правителя Эрнана Переса-младшего, который был убит гуанчами во время восстания. Причиной восстания стало развратное поведение правителя. Он соблазнил и обесчестил принцессу народа гуанчей. Во время мятежа Беатрис вместе с приближенной элитой укрывается в башне, ожидая помощи губернатора с острова Гран-Канарии Педро де Вера. Прибыв на Ла Гомеру с армией, Педро подавляет восстание. После освобождения Беатрис он вместе с ней с помощью обмана уничтожают огромное количество гуанчей. Проявленная жестокость вынуждает одного из священников отправиться в Мадрид, чтобы донести все королеве, но наказание понес только губернатор Гран-Канарии, а сама Бобадилья избежала возмездия и от имени своего сына продолжила управлять островом. В 1492 году на Ла Гомере пришвартовался корабль Ла Пинта, который принадлежал Христофору Колумбу. Вынужденная остановка необходима была для ремонта одного из своих кораблей и для ожидания ветра перед отплытием в Америку. Поговаривали, что у него с Беатрис возникла любовная связь. В 1498 году Христофор также останавливался на Ла Гомере. Во время остановок Колумба на острове Беатрис снабжала его провиантом. При желании можно бесплатно посетить дом Колумба, в котором он проживал во время своих остановок.
Следующая достопримечательность Сан-Себастьяна – это церковь Вознесения Богоматери. Она находится в самом центре столицы. Для любителей посещать сувенирные магазины проведу вам небольшой гид-тур. Помимо сувениров, магнитов, керамики и игрушек, здесь можно купить декоративный деревянный канарский балкон ручной работы. На витрине этой лавки вы сможете купить традиционные канарские соусы мохо. Пальмовый мед La Gomera – это самый популярный деликатес острова. Рекомендую обязательно его приобрести. В магазине также имеются варенье, ликеры и немного сортов местного вина. В подарки вы можете купить скатерти, салфетки и даже национальный костюм канарцев. Натуральную косметику на основе алоэ, бижутерию и гофию, мучной продукт из обжаренных злаков, традиционное блюдо Канар. Словом сказать, сувенирный магазин стоит вашего внимания. Это самая популярная и оживленная улица Сан-Себастьяна. Здесь помимо приятной прогулки можно ознакомиться с местной архитектурой и отведать национальную кухню La Gomera. Не забудьте попробовать кофе баракито. Следующая часть города Сан-Себастьяна расположена с правой стороны от порта. Здесь находится зона отдыха с видом на соседний остров Тенерифе. Пляж строго не подходит для купания из-за сильных волн, к тому же заход здесь каменистый, но для загара здесь все предусмотрено, есть душ и раздевалка. На вершине этой скалы находится факел 19-х Олимпийских игр, которые состоялись в Мексике в 1968 году. В тех играх участвовал один из спортсменов, проживавший на Ла Гомере.
23 августа 1968 года Олимпийский огонь был зажжен в Мексике и вместе со специальной делегацией отправился посещать многие страны участников Олимпийских игр. И уже 16 сентября 1968 года огонь прибыл в Сан-Себастьян. Сейчас на том месте, где торжественно зажгли огонь Олимпийских игр, расположен памятник скульптуры «Факел Олимпийского огня. Мексика, 1968 год».